Расскажу, как пользоваться программой «Глобусный стол». С левой стороны My Crazy English. Небольшое замечание. Десятичный разделитель запятая, а не точка. С точкой дает ошибку. No dot. Начнем. Выбираем направление осей и куда наклоняется стол. Мы сделаем, чтобы он наклонялся вперед по Y. Обозначение поворотной оси, обозначение наклонной оси. Заносим параметры. Высота нуля детали от планшайбы. Вот от этого нуля до этого нуля по Z. Запятую ставить надо. Радиус наклона стола. От оси наклона до плоскости планшайбы. Высота нуля детали от оси наклона рассчитывается автоматически. Координаты нуля детали относительно нуля планшайбы. Это координаты этой точки в этом нуле. Например, x50, y50. Офсеты. Это поправки на выходные значения. Они просто прибавляются вот к этим значениям. Например, вот я просчитал эти точки. А теперь добавим 150, 10. Они просто должны прибавиться к этим значениям. Все. Это можно использовать, если нам нужно отсчитывать точки не от этого нуля, а в стороне какой-нибудь от этого. Забиваем поправку и, соответственно, получим относительно новой точки смещения полученных точек. Так, эта точка у меня найдена вот это. Возьмем деталь, 0 детали. Координаты этой точки, вот они. Вот координаты этой точки. Угол поворота стола. Находим линию пересечения этой поверхности с этой. И образмериваем. Получаем 32 749. Заносим. Чтобы эта линия была горизонтальной, надо в минус отнять этот угол. Минус 32. И определяем угол наклона стола. Находим угол между этой поверхностью и этой. Он такой. Нам нужно ее сделать горизонтом. До 180 градусов находим. От 180 отнимаем 138 757. И это значение заносим и рассчитываем. Теперь, если мы в нуле детали выйдем в эту координату с поворотом стола и наклоном, то мы выйдем в центр этого отверстия. Можно рассчитать еще 3 точки, например, отверстие под рым-болты. Справа, слева и сверху. X значит сверху здесь считаем. X0, Y150. Это если ширина детали 300 мм. Z минус 20. Это здесь. Поворот 0, наклон 90. Теперь с этой стороны. X250. Вот здесь X250. Y0. Z минус 20. Поворот минус 90, наклон 90. И с этой стороны. Соответственно, и рассчитываем. Получаем эти значения.
Вот, рассчитываем эти значения. Тинк, тинк, тинк. Получили эти значения. Теперь эти все значения можно записать в файл и посмотреть, что мы там записали. Мы записали вот 13, 25, 13, 15. Вот последние наши значения. Если нам такое не нравится, можно стереть. И открыть. Вот что у нас получается. Вот и все. Нет, не все. Правая сторона это расчет плиток. Для нужного наклона берем угол наклона 20 градусов. Это паспортные данные, размер кулачка. Это размер самого кулачка, диаметр кулачка. Плитки. При наборе этих плиток стол имеет горизонтальное положение. И еще паспортные данные, расстояние от оси наклона до поверхности, куда ложатся плитки. Забиваем и рассчитываем. Размер получили. При наборе этих плиток стол будет наклонен на 20 градусов. Все. Спасибо за внимание. Удачи.